Это вводный курс по кибербезопасности. Меня зовут Дэвид Малан. На этой неделе мы сосредоточимся на защите данных. На прошлой неделе мы говорили об аккаунтах, и в частности о том, что для их защиты мы используем пароли. Но в прошлый раз мы говорили о том, что мы должны ответственно подходить к хранению паролей. Но есть еще одна сторона, которая участвует в этом процессе, когда у вас есть аккаунт с логином и паролем. Это сервер или приложение, которое хранит ваш пароль в течение длительного времени, чтобы вы могли подтвердить свою личность. То есть доказать приложению или сайту, что вы тот, за кого себя выдаете. Ну, в самом простом случае, серверы, на которых хранятся наши логины и пароли, могут делать что-то очень простое. Пример. Если у сайта или приложения есть два пользователя, Алиса и Боб, и для простоты предположим, что у Алисы пароль яблоко, а у Боба банан. Можно представить, что сайт или приложение просто хранит в очень простом текстовом файле пары логин, пароль. Simply storing in like a very simple text file these key value pairs. Username, colon, password, new line. Логин, пароль. И на самом деле именно так часто хранятся пароли в системах, по крайней мере в некоторых операционных системах, таких как Linux. Но не всегда так просто. Часто справа от пароля есть дополнительная информация. Но по сути это логин и пароль. Но хранить пароли именно так было бы не очень хорошей идеей. Почему? Ну, допустим, что этот сайт или приложение и его база данных каким-то образом были взломаны злоумышленником. Если кто-то получит доступ к файлу с именами пользователей и паролями, то у него будут все имена пользователей и пароли. Мы уже говорили о таких атаках, как перебор паролей, когда злоумышленник, зная ваш логин и пароль в одной системе, может попытаться ввести их в другие системы, на других сайтах, в других приложениях, просто в надежде, что вы, к сожалению, используете один и тот же логин и пароль где-то еще. Так что, если злоумышленник получит доступ ко всем логинам и паролям, это не очень хорошо. И хотя, конечно, в идеальном мире такого никогда не случится, мы, как администраторы, создатели этого сайта или приложения, должны сделать все возможное, чтобы минимизировать последствия, ущерб, который может быть нанесен, если наша база данных или этот текстовый файл будут взломаны. Так как же нам это сделать? Вместо того, чтобы хранить яблоко и банан в открытом виде, почему бы нам не использовать метод, известный как хеширование? Если вы изучали информатику, то, возможно, слышали это слово в контексте хэш-таблиц и структур данных. Оказывается, идея защиты данных очень похожа на этот метод. Это невероятно распространенный метод решения различных проблем. Что же такое хеширование в данном контексте? Хеширование — это процесс преобразования пароля в так называемое хэш-значение. Эти хэш-значения не похожи на слова на английском. Обычно это последовательность символов, букв или цифр, но обычно они имеют фиксированную длину. В данном случае, когда мы вводим пароль, мы хотим преобразовать его в хэш-значение и сохранить его в базе данных с паролями. Давайте представим, что я понятия не имею, как работает хеширование. Но я знаю, что эта программа может это сделать. Как я могу это представить? Ну, в общем, у нас есть входные данные для этой программы. В конечном итоге я хочу получить результат. Эта программа представляет собой хэш-функцию. Вы можете представить ее как устройство, как какую-то машину. Или как программу, как часть программного обеспечения. Или даже как математическую функцию, которая работает с числами, которые мы вводим. Если вы разбираетесь в математике, то можете представить, что хэш-функция обозначается f. Входные данные обозначаются x. Результат этого процесса называется f от x. Если вы не знакомы с этой записью, ничего страшного. Хеширование напрямую связано с базовой математикой, с которой вы, возможно, скоро столкнетесь. Но что нам нужно, так это ввести пароль в этот черный ящик, получить хэш и сохранить его, а не пароль, в нашей базе данных или текстовом файле с именами пользователей и паролями. Итак, как мы можем это сделать?
Ну, если я использую слово «яблоко» в качестве входных данных для хэш-функции, давайте подумаем о самой простой хэш-функции, которая не выводит слово «яблоко». А какое это его представление, которое я могу в итоге сохранить в базе данных? Я предлагаю очень простую хэш-функцию, которую мы можем использовать. Если вы изучали информатику или проходили курс CS50, то, возможно, помните, что мы можем хешировать входные данные, а не конкретные буквы в них. Итак, яблоко начинается с буквы «Я». Знаете что? «Я» — это первая буква английского алфавита. Поэтому я собираюсь создать наглядную хэш-функцию, которая будет выдавать единицу, если входные данные начинаются с «Я», как и слово «яблоко». А если мы ведем банан, то эта хэш-функция выдаст двойку, потому что «Б» — это вторая буква английского алфавита. И так далее. Мы можем получить вишню или другие пароли, которые будут выдавать тройки и больше. Вы можете представить, что это работает для всех букв английского алфавита. Но, к сожалению, это не лучшая хэш-функция, потому что она довольно простая. На самом деле я могу быстро придумать несколько других фруктов, например, авокадо, которые тоже начинаются с «А» и будут давать мне такое же хэш-значение. Это особенность, к которой мы еще вернемся. Когда вы хешируете значения, могут возникать неоднозначности, когда два входных значения могут давать одинаковый результат. Мы еще рассмотрим, что это значит. Но пока я осмелюсь сказать, что это слишком просто. И что может быть лучше, чем выводить одно, два или три значения? Это слишком очевидно, а нам нужно что-то более загадочное. Если я вижу, что ваше хэш-значение равно единице, я, по крайней мере, знаю, что ваш пароль начинается с буквы «А». Это значит, что мне нужно выполнить всего 126 операций, чтобы понять, что это за пароль. Поэтому мы хотим, чтобы эти хэш-значения выглядели странно, и их было бы невозможно угадать, и они не выдавали никакой информации. Например, очень распространенная старая хэш-функция для Apple может выдавать вот такой результат. .va83da с некоторыми заглавными и строчными буквами. Выглядит странно. Вы, скорее всего, не увидите в этом никакой закономерности. Существует сложная математическая формула, которая принимает на вход Apple и выдает в качестве хэш значение эту строку текста. Но сама по себе она не выдает никакой информации, как если бы это были числа 1, 2 или 3. Так что мы уже добились улучшения. А вот банан будет выглядеть вот так. А вот вишня будет выглядеть вот так. Обратите внимание, что эти значения действительно сильно отличаются. Используя эту улучшенную хэш-функцию, я утверждаю, что она смотрит не только на первую букву алфавита, но и на все буквы во входном значении. KRRI. В этом случае мы можем придумать что-то более интересное, более загадочное, если хотите, например, такие значения, которые мы только что видели. Поэтому я предлагаю вместо того, чтобы хранить в нашей базе данных пароли Алиса, яблоко, Боб, банан, хранить хэш-значения для яблока и банана соответственно. Так что вместо этого в базе паролей я буду хранить вот что. Те же самые значения, которые мы только что видели в качестве выходных данных этого черного ящика. Но в данном случае я буду хранить в своей базе паролей имен пользователей и хэш-значений. Почему это хорошо? Ну, во-первых, если кто-то взломает этот сервер и получит доступ ко всем этим именам пользователей и хэшам, у него не будет полного списка паролей. Так что он не сможет так просто подобрать пароль и выяснить, есть ли у меня доступ к аккаунтам где-то еще. Я, по крайней мере, усложнил задачу злоумышленнику. Но в то же время я чувствую, что как будто сломал всю систему. Раньше, когда вы входили на сайт или в приложение, вводили свое имя пользователя и пароль, что делал сайт или приложение. Обычно сервер сравнивает введенные вами данные с именем пользователя в своей базе данных или текстовом файле. И сервер сравнивает введенный вами пароль с паролем из базы данных. Но теперь у нас проблема. Вы вводите имя пользователя, и оно все еще есть в базе данных. Например, Алиса и Боб все еще здесь. Но у нас нет ни яблока, ни банана. Мы заменили их хэшами. Так что даже если вы ведете, например, Алиса ведет яблоко, мы не будем сравнивать яблоко с этим, потому что очевидно, что они не совпадают. И банан Боба, мы не будем его сравнивать, потому что он не подходит и так далее. Что же нам делать? Обычно аутентификация на стороне сервера при использовании хеширования происходит следующим образом. Когда вы впервые создаете аккаунт или регистрируетесь на сайте или в приложении, вы вводите имя пользователя, например, Алиса, и пароль, например, яблоко. И затем, например, Алиса вводит пароль.
Имя пользователя Алиса и пароль яблока отправляются на сервер. Но что сервер делает перед сохранением имени пользователя и пароля? Он запускает функцию хеширования для пароля Алисы, который равен яблоку, преобразует его в это значение и сохраняет только имя пользователя Алисы и хеш-код пароля Алисы. А яблоко удаляет. Он забывает его в памяти. Что происходит дальше? Ну, например, в следующий раз, когда Алиса попытается войти на сайт, может быть, на следующий день, через неделю или год, во второй, третий или более раз. Что происходит? Алиса вводит свое имя пользователя Алиса и, надеюсь, пароль яблоко и нажимает «ввод». Они отправляются на сервер, как обычно. И очевидно, что сервер не может просто сравнить имя пользователя с именем пользователя и пароль с паролем, потому что у него нет пароля в базе данных. Что же может сделать сервер? Сервер может повторить тот же процесс, взять пароль Алисы, например, яблоко, и запустить ту же самую функцию хеширования через день, неделю или год. А затем сравнить полученное хэш-значение с тем, что хранится в этом текстовом файле или базе данных. И, конечно, мы создаем себе много лишней работы. Но это не так уж и страшно, потому что это всего лишь математическая функция. Или, если вы умеете программировать, это всего лишь несколько строк кода, которые вы написали в программе, преобразующей пароли в хэш-значения. И, честно говоря, сейчас вы бы даже не стали писать большую часть этого кода самостоятельно. Вы бы использовали библиотеку, сторонний код, который написал кто-то более умный, чем вы, и который работает без ошибок и недочетов. Так что вы все равно полагаетесь на чужой код для достижения своей цели. Но теперь, если этот файл каким-то образом взломают, серверы взломают и данные утекут, то, по крайней мере, они будут знать только имена пользователей в вашей системе, а не настоящие пароли. Позвольте мне остановиться и посмотреть, есть ли у вас вопросы по этой технике хеширования паролей. Вы сами сказали, что мы чаще используем библиотеки, чем пишем хэш-функции сами. Если мы не проходим курс по информатике 50, значит, эти хэши легко взломать, верно? Потому что мы можем использовать 1050, не знаю, хэш-функций, которые есть в библиотеках, а потом можно восстановить хэш-значение. Это так? Почти. Вы можете сделать именно то, что описали, используя ту же библиотеку, тот же код для создания хэш-значений, а затем сравнить их с данными в базе. Но, как правило, эти хэши нельзя обратить. Вы можете сравнить их, но не можете обратить процесс вспять, по причинам, о которых мы поговорим позже. Но ваша интуиция верна. И на самом деле вывод здесь такой, что мы не сделали нашу систему абсолютно безопасной. Мы сделали ее относительно более безопасной. Почему? Потому что мы увеличили затраты для злоумышленника, для хакера. Теперь им придется приложить больше усилий, чтобы выяснить настоящие пароли, если они хотят воспользоваться этим взломом. Так что, опять же, это просто повышает планку. Это не обязательно остановит злоумышленников или помешает им узнать пароль конкретного человека. Но на это может уйти гораздо больше времени. Это может потребовать больше ресурсов, например, затрат на сервер или облако, или денег. Или это может даже повысить риск, прежде чем они добьются успеха. Как насчет еще одного вопроса по хешированию? Если пароль перехватит до того, как взломают сайт, и пароль перехватит до того, как его зашифруют, разве это не создаст проблему? Да, безусловно. Тогда все наши рассуждения бесполезны. Если злоумышленник перехватил пароль до того, как он был хеширован, то все, что мы обсуждали, не поможет. К счастью, есть решение этой проблемы. И мы поговорим о нем сегодня. Но пока что, если сосредоточиться только на хешировании, это решает одну проблему, но не все. Оказывается, что атаки, о которых мы говорили в прошлый раз, все еще возможны. Например, можно использовать словарь английских слов или еще лучше словарь названий фруктов на английском языке. Вы можете по очереди вводить каждое из этих значений в ту же хэш-функцию, библиотеку или код, который вы используете для этого. И так вы получите одно хэш-значение за другим. И вы можете сравнить каждое из этих хэш-значений с тем, что есть в базе данных или файле с паролями, которые вы, хакер из нашей истории, каким-то образом украли. Но вам все равно придется проделать дополнительную работу, потому что это уже не просто сравнение яблок с яблоками и бананов с бананами. Вам действительно придется потрудиться. Вам придется выполнить некоторые вычисления. И если в файле всего несколько значений, то, конечно, это не займет много времени. Но если там тысячи или миллионы строк, то это может занять гораздо больше времени, силы и энергии.
Так что, опять же, мы просто повышаем планку, но не избавляемся от противника. И даже если у вас нет словаря и все пароли не на английском, вы все равно можете прибегнуть к атаке методом перебора. Например, можно попробовать использовать самые простые пароли, например, 8 нулей. Вы можете хешировать их, посмотреть, какое получится значение, и сравнить его с тем, что есть в базе данных. Затем вы можете попробовать 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Хешировать это, сравнить с тем, что есть в базе данных, и перейти к следующему и так далее. Не только для цифр, но и для букв. Хешируйте и сравнивайте. В конце концов, в списке будет и яблоко. В конце концов, в списке будет и банан. Но даже в этом случае атака методом перебора займет некоторое время. Так что это просто увеличивает затраты или сложность для противника в данном конкретном случае. Но есть еще одна угроза, о которой стоит знать в контексте хеширования. Существует такой термин, как радужная таблица. И это очень точное описание того, что злоумышленники могли заранее вычислить все возможные английские слова в словаре. Они могли заранее вычислить все возможные пароли длиной в 4, 5, 6, 7, 8 или сколько угодно символов. И, возможно, если у них достаточно большой жесткий диск, они хранят большую таблицу, например, в формате Excel или CV, со всеми словами, которые они пробовали. Всеми паролями, которые они пробовали, и всеми значениями хешей, которые они уже вычислили. Тогда им даже не нужно проводить атаку методом перебора, вычисляя, и снова вычисляя. Они могут просто сравнивать. Потому что радужная таблица действительно содержит все пароли, которые они пробовали, и все значения хешей, которые они вычислили. И они просто сравнивают то, что ввел пользователь с уже вычисленным значением хэша. Тогда им даже не нужно проводить атаку методом перебора, вычисляя, и снова вычисляя. Они могут просто сравнивать. Потому что радужная таблица действительно содержит все пароли, которые они пробовали, и все значения хешей, которые они вычислили. И они просто сравнивают то, что ввел пользователь, с уже вычисленным значением хэша. Но для некоторых хэш-функций угроза радужной таблицы просто неосуществима. Вам могут понадобиться терабайты или петабайты данных, а это значит много жестких дисков и много денег. Так что есть вероятность, что такая атака не будет иметь успеха. Но она, безусловно, может ускорить процесс. Конечно, если вы заранее вычислите, то есть подсчитаете некоторые хэши хотя бы для слов из английского словаря. И, конечно, для некоторых коротких слов, например, для всех фруктов в мире. Но есть еще одна проблема, с которой мы можем столкнуться на сервере, когда речь идет о наших паролях. У Алисы может быть пароль яблоко. У Боба может быть пароль банан. Допустим, у Кэрол и Чарли одинаковый пароль вишня. И по случайному совпадению, они оба выбрали один и тот же пароль и находятся в одной базе данных. Мы уже пришли к выводу, что нам определенно не нужно хранить пароли в открытом виде. Мы не хотим хранить буквально яблоко, банан, вишню и вишню в открытом виде, потому что злоумышленнику будет слишком легко сделать с ними что-то плохое. Поэтому мы, по крайней мере, хотим их хешировать. Но здесь есть один нюанс, связанный с хешированием. Если я использую ту же функцию, что и для хеширования яблока и банана, а теперь и вишни, что вы заметите в значениях хэшей Кэрол и Чарли. Интересно, но, возможно, неудивительно, что они абсолютно одинаковые. В конце концов, так обычно работают функции, будь то в математике, программном обеспечении или коде. Если вы передаете один и тот же ввод, то, если не происходит случайной генерации, вы будете получать один и тот же результат снова и снова. Теперь, почему это важно? Ну, если злоумышленник взломает эту базу данных и получит доступ ко всем этим именам пользователей и хэшам, мы раскроем информацию о том, что злоумышленник, просто взглянув на этот файл, узнает, что, например, он не знает, какой пароль у Кэрол или у Чарли, но знает, что это один и тот же пароль. И одной этой информации может быть достаточно, чтобы с большей вероятностью выяснить, какой это пароль. Может быть, Кэрол и Чарли родственники. Тогда можно сосредоточиться на словах или цифрах, которые есть у них обоих. Может быть, есть какая-то информация, которая подразумевает, что они оба любят одни и те же сериалы. Они оба любят одни и те же фильмы. Вы можете попытаться найти в своем сознании, возможно, пересечение информации, которое с большей вероятностью приведет вас к тому, что вы сможете выяснить, даже не прибегая к грубой силе, каков пароль Кэрол и пароль Чарли. Так что это распространенная проблема. И у нас в этой базе данных всего 4 пользователя. Вы можете себе представить, что их гораздо больше. Есть вероятность, что у некоторых из нас будет одно и то же имя пользователя. Это не одно и то же имя пользователя. У некоторых из нас будут одинаковые пароли. На самом деле, не поднимая рук и не признаваясь в этом перед всем миром. Скажите, есть ли у кого-нибудь из вас пароль из 1, 2, 3, 4 слов на каком-нибудь веб-сайте или в приложении? Может быть, чуть сильнее? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Вы знаете что-нибудь очень простое вроде этого. Может быть, это счет, который вас на самом деле не волнует. Ну что же, это прекрасный пример того, что если у вас есть учетная запись в той же системе, что и у кого-то еще здесь, в классе, то в этой базе данных, предположительно, будут те же хэш-значения. И одной этой информации может оказаться достаточно для утечки и увеличения вероятности того, что вы, а не Алиса или Боб, на самом деле подверглись компрометации в отношении вашей учетной записи. Так как же мы можем это исправить? Что же, оказывается, в мире обработки данных есть еще один метод, который мы можем использовать, чтобы нарушить этот процесс. И вы можете представить это метафорически, как если бы вы посыпали хэш-функцию небольшим количеством соли, чтобы изменить ее выходные данные. Это не случайно само по себе, но вы искажаете выходные данные, так что гораздо меньше вероятность того, что два человека с одинаковыми паролями будут использовать один и тот же пароль, чтобы иметь одинаковое хэш-значение. Так как же это работает? В этом случае, когда мы вводим вишня, мы снова и снова получаем один и тот же хэш. Но давайте я предложу изменить нашу хэш-функцию, чтобы она принимала два параметра, не только пароль, но и значение соли, скажем так. Это будет небольшое количество символов, в данном случае всего два символа, две цифры, две буквы или их комбинация. Теперь хэш-функция, которую я описываю, выводит значение соли. Но обратите внимание, что оно отличается от предыдущего. И даже если вы не помните, каким оно было раньше, это было не оно. Но стоит отметить, что в выводе этой хэш-функции теперь есть сама соль. То есть соль не является чем-то секретным, конфиденциальным или безопасным. Она просто добавлена, чтобы гарантировать, что хэш-значение, которое мы получаем из этого черного ящика, немного отличается от того, которое мы получили бы, если бы использовали другую соль. Например, предположим, что Кэрол и Чарли используют разные соли. В этом и заключается идея. У разных пользователей должны быть разные значения соли, даже если они выбрали одинаковые пароли. Так что вместо вишни с солью 50, предположим, что Чарли использует соль, скажем, 4949. Это не число, которое нужно выбирать Чарли, вам или мне. Сервер делает это автоматически, выбирая случайные два символа, например, 4, 9 или 5, 0. Но обратите внимание, что произошло. Если я вернусь к вишне с солью 50, это будет хэш-значение, первые два символа которого — соль. Но если я поменяю соль с 50 на 49, хэш полностью изменится. И теперь вначале стоит 49 вместо 50. Это гарантирует, что даже если у Кэрол и Чарли будет одинаковый пароль, я, злоумышленник, никак не смогу это узнать, просто взглянув на него. Потому что в файле действительно будут храниться эти два значения. Одно начинается с 51, другое с 49. Остальные значения хэша, конечно, будут совершенно другими. Так что, повторюсь, преимущество этого подхода в том, что функция хеширования принимает два параметра — пароль и атаку, а затем выводит одно значение — хэша. Это означает, что мы не передаем никакой информации, за исключением того, что может произойти, если система по какой-то причине, по неудачному стечению обстоятельств, выберет одну и ту же соль для Кэрол и Чарли. Да, в этом случае информация может просочиться. И, честно говоря, это вполне может произойти, если у вас тысячи или миллионы пользователей. Тогда у вас просто закончатся варианты из двух символов. Вам придется использовать одну и ту же соль повторно. Но идея в том, что мы просто пытаемся снизить вероятность успешной атаки. Мы пытаемся поднять планку для злоумышленника, чтобы у него было меньше шансов получить доступ к моим данным или, в свою очередь, к моей учетной записи. Теперь вопросы о солении или хешировании. О, мне интересно, где мы храним соль? Где вы храните соль? На самом деле, согласно этому алгоритму, соль хранится в первых двух символах хэш-значения. И хранить соль в первых двух символах хэш-значение выгодно по следующим причинам. Когда Кэрол в следующий раз войдет в систему, она ведет свое имя пользователя, Кэрол, и нажмет Enter. Теперь сервер знает, что ожидает пароль от Кэрол. Давайте посмотрим, что она ведет. Допустим, Кэрол правильно ввела слово «вишня». Теперь система не сохраняет слово «вишня», поэтому она не будет сравнивать его с тем, что Кэрол ввела в поле. Но система сгенерирует хэш слова «вишня». Сначала система проверит, что Кэрол ввела в качестве соли. И, исходя из значения хэша Кэрол и первых двух символов, система сделает вывод. Затем сервер возьмет то, что Кэрол ввела в поле, то есть вишня, ЧЕР, РЯГА.
And then hopefully it's going to get back this same value here, this whole string in yellow. И если все верно, то Кэрол будет считаться аутентифицированной. Если же в поле будет написано Чарли, и Чарли нажмет «ввод», то сервер проверит значение хэша Чарли, возьмет первые два символа в качестве соли Чарли. Соль и вишня ведет функцию хеширования и будет надеяться, что результат будет соответствовать значению Чарли, а не Кэрол. Хороший вопрос. Еще вопросы по солению или хешированию? Есть ли смысл повторно хешировать пароль? Сначала хешировать, чтобы получить строку, а потом повторно хешировать, чтобы получить вторую строку? Или это просто непрактично? Да, конечно, можно хешировать значение несколько раз. Но хорошая функция хеширования не требует этого от вас. Особенно сейчас, когда появились более современные хэши, один из которых мы рассмотрим через минуту. У них достаточно рассчитанные и доказанные характеристики, которые позволяют хешировать значение только один раз. И вы получите случайную строку, которая представляет собой введенное значение. И здесь я должен подчеркнуть, что когда дело доходит до хеширования, соления и других современных технологий, мы с вами не должны изобретать велосипед, если только вы не исследователь или компания, которая разрабатывает алгоритмы, тестирует их, анализирует теоретически и практически. В реальной жизни, когда люди вроде нас с вами придумывают собственные системы хранения информации, мы тратим на это гораздо меньше времени и не так хорошо разбираемся в вопросах безопасности, как некоторые исследователи. Поэтому, когда дело касается безопасности, позвольте мне сказать, что мы с вами не должны решать эти проблемы, если это не ваша основная работа или призвание. Слишком много нюансов, если только вы не работаете в команде профессионалов. Хорошо. Теперь давайте посмотрим, как выглядят хэши в наши дни. Для примера я выбрал довольно простую хэш-функцию, которая использует короткую соль, всего два символа и выдает довольно короткий хэш-код. Здесь, в более мелком шрифте, хранятся пароли Алисы, Боба, Кэрол и Чарли, которые были бы сохранены с помощью более современной хэш-функции, которая выводит гораздо больший хэш-код из-за длины текста на экране. Если вы знакомы с информатикой и знаете, что такое биты, нули и единицы, которые используются для хранения информации в системах, то эти хэш-коды используют гораздо больше битов, нулей и единиц. Мы с вами видим их как буквы и цифры. Но под этим кодом просто больше нулей и единиц, которые хранятся в компьютере. Это значит, что вероятность того, что кто-то, укравший файл, сможет узнать пароль, очень мала. И вы видите, что у Кэрол и Чарли, хотя пароли и одинаковые, эти две строки внизу выглядят совершенно по-разному. Но если посмотреть на код между знаками доллара в начале, то можно увидеть что-то вроде Y, Y, Y или другие цифры и буквы. Это небольшая подсказка, которая сообщает системе, какая именно функция использовалась для создания этого кода. That's a little cheat sheet that tells the system exactly what hash function was used to generate the rest of it. И это указано в документации, которую можно найти в интернете для любой хэш-функции. То есть, когда вы создаете аккаунт на новом сайте или в приложении, если они все делают правильно, в соответствии с лучшими практиками и заботятся о вашей безопасности, они, скорее всего, хранят значения, похожие на эти в файле, базе данных или другом механизме, основываясь на том, какой пароль вы ввели. На самом деле, чтобы вы понимали, насколько легко или сложно взломать пароль, то есть узнать его, основываясь только на этих кодах, в случае нашей первой хэш-функции. Когда мы получили довольно короткий код, оказалось, что существует 18 квинтиллионов возможных значений. Это очень много. Это больше, чем квадриллион, который был в прошлый раз. Но если у вас достаточно времени, денег и облачных вычислений, то эти старые хэш-функции можно взломать. То есть, если у вас достаточно времени и энергии, вы, вероятно, сможете узнать чей-то пароль.
Если вы посмотрите на другие строки, которые я вам показывал на экране, более длинные, в которых используется больше битов, то сейчас существует столько возможных хеш-значений. Я действительно посмотрел, как это произносится, но судя по тому, что я прочитал на экране, я не был уверен, как это сказать, потому что это очень большое число, и мои коллеги-математики могли бы произнести его лучше. Но учитывая, сколько цифр на экране и сколько запятых, это действительно очень большое число. И нам с вами не нужно беспокоиться о том, что злоумышленник сможет подобрать пароль к концу времен, если только в системе нет других уязвимостей. Кстати, о слабых местах кто-нибудь когда-нибудь забывал свой пароль? Да, конечно. Но вы когда-нибудь заходили на сайт или в приложение? Нажимали на ссылку «Забыли пароль»? Вопросительный знак в надежде получить электронное письмо, чтобы сбросить пароль. Я думаю, почти все здесь с этим сталкивались. Но кто-нибудь когда-нибудь нажимал на эту ссылку и получал электронное письмо с паролем, чтобы сразу вспомнить, какой он? Я вижу, что некоторые кивают. Вы можете скопировать и вставить его на сайт. Но больше не пользуйтесь этим сайтом. Это свидетельствует о том, что на сайте или в приложении не соблюдаются лучшие практики. Почему? Ну, если сайт может отправить вам пароль по электронной почте, значит, они могут его увидеть и знают, какой у вас пароль. Это значит, что база данных, текстовый файл, о котором мы говорили, может быть взломан хакером, который украдет все имена пользователей и пароли. Вспомните, что такое хеширование. Обычно это необратимый процесс. Если вы ведете в качестве входных данных яблоко, банан и вишню, то на выходе получите совершенно другие данные, которые никак не связаны с исходными паролями. Если в базе данных хранятся именно такие хеши, то компания, которая создала сайт, или человек, который создал сайт или приложение, не смогут восстановить исходные пароли. В противном случае злоумышленник сможет это сделать. Так что это действительно так. Я сам сталкивался с этим, особенно в небольших магазинах или компаниях, которые, возможно, не вкладывали много времени и усилий в свой сайт. Если они могут отправить вам ваш пароль по электронной почте, значит, он не защищен. И это, конечно, не соответствует современным стандартам. Его слишком легко взломать. Поэтому, может быть, стоит перестать пользоваться этим сервисом и убедиться, что вы не используете этот пароль где-то еще. В крайнем случае, можно отправить им письмо с объяснением вашей проблемы и ссылкой на какой-нибудь онлайн-ресурс. Может быть, это видео, в котором вы объясняете, почему вы обеспокоены. А теперь вопросы о забытых паролях, хешировании или солении. Как вы сказали, некоторые компании могут не использовать хеширование и, возможно, используют что-то очень плохое. Допустим, я работаю в компании, и из-за моих действий произошла утечка паролей и всех данных. Есть ли у меня, как у компании, какие-то обязательства или ответственность за случившееся? Ведь у меня есть все данные клиентов и их пароли. Есть ли у меня какие-то обязательства или ответственность? Это действительно хороший, действительно важный вопрос. С этической точки зрения, скорее всего, да, вы должны это сделать. Но более точный ответ будет зависеть от вашей отрасли, страны, в которой вы работаете, и от любых нормативных требований, которые предъявляются к вашей компании и могут обязать вас сообщать о таких случаях. Поэтому я бы посоветовал вам изучить контекст, который относится конкретно к вам. И я скажу, что, к сожалению, в мире не так уж часто компании публично сообщают о взломах систем безопасности. Они могут объявить о том, что что-то действительно произошло. Но компании редко вдаются в подробности. Это понятно, потому что, во-первых, они уже и так в неловком положении, а если не в юридическом или финансовом, то в любом случае они уже столкнулись с проблемой. Но, скорее всего, они не хотят предоставлять другим злоумышленникам, будущим атакующим, больше информации о своих системах и их уязвимостях. Обратная сторона, конечно, в том, что если каждый из нас подвергается неожиданным атакам, о которых мы не подозревали, и узнает что-то, чем было бы полезно поделиться с другими, то это большой вопрос в мире кибербезопасности. Сколько и как часто делиться информацией, особенно когда вы обнаруживаете ошибку или уязвимость в чьей-то системе. Стоит ли сообщать об этом лично? Вы рассказываете об этом публично? Это этические вопросы, которые мы действительно затронем в ближайшие дни.
Позвольте мне предложить вернуться к некоторым рекомендациям, с которых мы начали занятия от НИСТ, Национального института стандартов и технологий. Обратите внимание, что это еще одна цитата, которой мы не делились в прошлый раз. Рекомендации НИСТ гласят, что верификаторы должны хранить секретные данные в форме, устойчивой к атакам в автономном режиме. Секретные данные должны быть зашифрованы и хешированы с помощью подходящей односторонней функции получения ключа. Цель этого — сделать попытки подбора пароля злоумышленникам, получившим файл с хэшем пароля, дорогостоящими, а значит и затраты на взлом пароля высокими или непомерно большими. Поэтому, когда я говорю о передовых методах, я имею в виду актуальную документацию, например, из США, других стран, других компаний. Такие передовые методы действительно существуют. И одна из наших целей — познакомить вас с некоторыми из них как с точки зрения обычного пользователя, так и с точки зрения корпоративного или академического пользователя. А также рассказать, что вы должны делать, когда несете ответственность за чужие данные. Что касается актуальных хэш-функций, которые используются сегодня, вот некоторые из них, которые обычно рекомендуются и относятся к SHA-2 и SHA-3. Это довольно сложные математические функции, которые обычно принимают в качестве входных данных пароль или другой ввод и выдают хэш-значение на выходе. Существуют и другие алгоритмы, которые можно использовать для проверки подлинности и целостности сообщений. На самом деле, сегодня мы также поговорим о том, как с помощью таких примитивов можно убедиться, что данные не были изменены при передаче от одного человека к другому. Но в целом, то, на чем мы сосредоточились и что вы видели в этом списке, это так называемые односторонние хэш-функции. Это математические функции, или, если говорить о программировании, функции, написанные на таких языках, как Python, которые принимают на вход строку произвольной длины. Например, пароль может быть такой длины, или такой, или такой. Но главное в этих криптографических функциях — это то, что они выдают хэш, значение фиксированной длины, которое всегда состоит из такого-то количества байтов или символов. То есть, неважно, насколько короткий или длинный пароль. Эти криптографические односторонние хэш-функции односторонние в том смысле, что они берут потенциально бесконечный домен, если вы знакомы с этим математическим термином, и сжимают его в конечный диапазон, который представляет собой огромное количество значений, все возможные пароли в мире, до конечного списка возможных хэш-значений. Это может быть длинный список возможных хэш-значений. Но на самом деле, независимо от длины строки текста, если она имеет фиксированную длину, 16 символов, 32 символа или другую, то количество таких значений ограничено. Теперь об этом подробнее. Если взять действительно большое пространство ввода или домена и отобразить его, так сказать, в более узком диапазоне, то получится, что при попытке обратить этот процесс, некоторые входные данные будут давать одинаковый результат. Представьте себе, что у вас есть 100 возможных паролей, а у вас есть только 10 возможных значений хэш-функции. Получается, что 100 паролей соответствуют 10 значениям хэш-функции. Вам нужно придумать, как распределить все эти пароли по 10 корзинам. Наверняка некоторые из них попадут в одну корзину. Представьте себе английский алфавит. Если мы будем использовать ту же хэш-функцию, где A — это 1, B — это 2, C — это 3, а Z — это 26, то получится, что есть несколько фруктов, начинающихся на A. Например, яблоко, авокадо и так далее. Таким образом, у вас будет несколько фруктов, которые будут соответствовать одному и тому же диапазону значений хэш-функции от 1 до 26. Это значит, что если злоумышленник или даже вы, владелец системы, увидите это значение хэш-функции и увидите цифру 1, вы не будете знать, был ли это пароль яблока, авокадо или какое-то другое слово, начинающееся на А. Вот что мы имеем в виду под односторонними хэш-функциями. Вы не сможете достоверно обратить процесс и узнать, какой был исходный ввод. Но есть одна загвоздка. Технически это означает, что в некоторых системах можно войти в систему, используя Apple, авокадо или любой другой пароль, который может показаться вам случайным. Но при этом он будет иметь такое же хэш-значение, что и ваш настоящий пароль.
Но вероятность того, что вы или кто-то другой угадает этот другой пароль или входные данные, настолько мала, что мы обычно не беспокоимся об этом. Алгоритмы, которые мы здесь рассмотрели, также известны как криптографические хеш-функции. И они используются в мире криптографии, где главная задача — защита данных при передаче из одной точки в другую или при хранении в вашей системе. Давайте сделаем 5-минутный перерыв. Когда мы вернемся, мы подробнее рассмотрим мир криптографии и способы защиты наших данных. Хорошо, мы вернулись. Криптография действительно занимается защитой наших данных, особенно когда мы хотим передать их от одного человека другому. Криптографию можно разделить на несколько категорий, одна из которых — это коды. Но это не те коды, которые вы пишете на Python или подобных языках программирования. Это не имеет ничего общего с программным обеспечением, а скорее с сопоставлением между так называемыми кодовыми словами и реальным сообщением или значением, которое они представляют. Вот, например, книга, которой больше 100 лет, в ней перечислены кодовые слова, которые в левой колонке соответствуют настоящим сообщениям или истинным данным в правой. Смысл в том, что если одна сторона хочет отправить секретное сообщение другой стороне, то она не будет писать его на обычном английском. Почему? Потому что если это сообщение, написанное на бумаге или пергаменте, перехватит кто-то другой, то он, предположительно, тоже знает английский и сможет прочитать сообщение. Так называемый обычный текст. Но в коде слова, которые вы хотите сказать, превращаются в бессмысленные для того, кто перехватил сообщение, если только у него тоже нет этой книги. Теперь представьте, что это довольно трудоемкий процесс, потому что получатель сообщения, если он не запомнил все эти страницы, кодовые слова и их значения, должен пролистать книгу, чтобы понять, что это за сообщение. Но тот факт, что у него есть копия книги, представляет потенциальную угрозу. Потому что если у одной из сторон украли книгу с кодами, то все отправленные сообщения можно будет расшифровать, просто заглянув в нее. И любые будущие сообщения, если владельцы книги не узнают, что ее украли, тоже можно будет расшифровать. Не говоря уже о том, что это довольно громоздко. Вот, например, страница 187. И это куча кодов и куча работы, чтобы добиться такого уровня секретности. Но здесь есть некоторые термины, которые вам стоит знать, и вы можете использовать их в повседневной жизни. Но не обязательно для тех же целей. Например, в коде мы имеем в виду, что берем обычное текстовое сообщение, будь то на английском или любом другом языке, и преобразуем его в код. Таким образом, текст в коде может быть короткой, лаконичной последовательностью слов, которые могут быть английскими словами, но они не обязательно означают то, что обычно означают. Чтобы понять, что на самом деле пытается сказать сообщение, нужно посмотреть в кодовую книгу. А декодирование, как вы могли догадаться, это противоположный процесс. Вы берете в качестве входных данных полученный код. Вы используете ту же кодовую книгу, чтобы найти кодовые слова и понять, что на самом деле означает сообщение, чтобы получить исходный текст. Будь то на английском или любом другом языке, для которого предназначена кодовая книга. Но есть альтернатива кодам, хотя бы потому, что эти кодовые книги могут быть очень громоздкими. Их можно взломать и так далее. Поэтому это не самая лучшая система, когда нужно физически хранить что-то подобное в безопасности, не говоря уже о том, чтобы делать это эффективно при преобразовании. Поэтому есть еще то, что мы называем шифрами. Шифры более алгоритмичны по своей природе. Если вы изучали информатику или программирование, у вас уже есть предрасположенность к алгоритмическому мышлению, когда вы разбиваете большую проблему на более мелкие части. А затем применяете какую-то логику, иногда снова и снова, чтобы решить какую-то задачу. Шифры как раз этим и занимаются. Они не сосредотачиваются на словах или фразах. Вместо этого они могут сосредоточиться на отдельных буквах или даже на их частях, если речь идет о современных компьютерах. Так что в мире шифров вы, возможно, видели их в популярной культуре. Вот, например, отрывок из известного фильма, который называется «Рождественская история», по крайней мере, у нас в США. Его показывают каждый день в течение всего рождественского сезона по нескольким телеканалам.
Но здесь у нас Ральфи — один из главных героев фильма, и в его руках находится секретный декодирующий ключ, который он так хотел получить по почте. Этот секретный декодирующий ключ был от самой маленькой сиротки Энни. Он механически реализует шифр, преобразуя одну букву в число и обратно. Но сам ключ вращается влево и вправо, так что можно понять, как происходит преобразование. Это больше похоже на шифр, потому что он работает на более низком уровне, не с целыми словами или фразами, а с отдельными буквами. И это повторяющийся процесс, который Ральфи может применять снова и снова ко всем буквам секретного сообщения. Во время Второй мировой войны у немцев, например, была машина Enigma, о которой вы, возможно, читали или видели в фильмах. Это была механическая реализация той же идеи шифрования. Но вместо использования математики или шестеренок, которые вращались бы так и эдак, она была гораздо более механической, с роторами, лампочками и тому подобным. Но она тоже была шифровальным устройством и могла настраиваться с разными входными данными, чтобы точно определять, каким будет результат. Но это тоже был физический процесс. И мы будем говорить в основном о цифровых технологиях, о том, что сейчас гораздо проще реализовать в программном обеспечении. Но слова, которые мы будем использовать, в целом похожи. Зашифровать сообщение значит взять это сообщение на английском или любом другом языке, наш так называемый открытый текст, и преобразовать его, что неудивительно, в зашифрованный текст на выходе. А обратный процесс, или скорее синоним, который вы тоже можете знать, это шифрование. Та же идея, синонимы для наших целей. Открытый текст, зашифрованный текст. Зашифровать или зашифровываться. Сейчас, наверное, чаще используется слово «зашифровать». А обратный процесс, или скорее синоним, который вы тоже можете знать, это расшифровка. Взять зашифрованный текст, который вам прислали, пропустить его через алгоритм или шифр и получить открытый текст. А расшифровать — это синоним, который означает тот же процесс. Взять зашифрованный текст на входе и получить открытый текст на выходе. Так как же нам настроить эти шифры, чтобы мы с вами могли использовать один и тот же алгоритм, но настроить его не только под наши сообщения, но и под наши настройки? Чтобы даже если мы с вами хотим отправить один и тот же открытый текст, зашифрованный текст не обязательно был одинаковым. И действительно, в мире криптографии рекомендуется использовать общедоступные, хорошо задокументированные, проверенные и испытанные алгоритмы. Но мы сохраняем в секрете одну часть информации, чтобы наш алгоритм был уникальным. Это настройка или конфигурация, обычно называется ключом. Сейчас ключ во многом похож на физический ключ от замка на входной двери вашего дома. Ключ — это то, что открывает возможности этого шифра. Но этот ключ должен быть известен и использоваться не только вами, но и получателем. Таким образом, имея копии одного и того же ключа, вы можете не только шифровать сообщения, но и расшифровывать их. Но что это за ключи на практике? В виртуальном мире они не являются физическими объектами, а представляют собой просто очень большие числа. И часто эти числа имеют какое-то математическое значение. Иногда они даже не похожи на числа. Они могут отображаться на вашем телефоне, ноутбуке или компьютере в виде букв алфавита и, возможно, даже с какими-то знаками препинания. Но в конечном счете это просто числа. Или, если вы немного разбираетесь в информатике, это просто нули и единицы. Но, возможно, полезно представить их в виде физических ключей. Как же эти ключи используются? В мире криптографии есть разные виды шифрования. Первый из них — это шифрование с секретным ключом. Предполагается, что безопасность ваших данных зависит от секретности ключа. Если А хочет отправить сообщение Б, то А и Б должны держать в секрете ключ, который они используют для настройки алгоритмов. Что это значит? Ну, криптография с секретным ключом, в частности, в контексте шифрования и обработки данных, также известно как симметричное шифрование. Потому что и А, и Б в этой истории будут использовать один и тот же ключ. Мы сравним это с асимметричным шифрованием, которое решает другие задачи. Давайте рассмотрим процесс шифрования, который во многом похож на процесс хеширования, как некий черный ящик.
Каким-то образом этот черный ящик будет шифровать информацию для меня, принимая на вход мой открытый текст и, надеюсь, выдавая на выходе мой зашифрованный текст, который я могу отправить по интернету или другому каналу получателю. Таким образом, в контексте шифрования с секретным ключом картина выглядит примерно так. Вы не только передаете алгоритму в качестве входных данных свое текстовое сообщение на английском или любом другом человеческом языке, но и передаете ключ. Пока просто считайте этот ключ числом, которое вы и другой человек каким-то образом согласовали заранее. Алгоритм в итоге выдаст зашифрованный текст. И чтобы было понятно, смысл этого ключа в том, чтобы гарантировать, что если я, вы, и вы все будете использовать один и тот же алгоритм шифрования, то не будет очевидно, когда и какие сообщения мы отправляем. Потому что это тоже, как мы уже говорили о паролях, может привести к утечке информации. Возможно, вас не волнует утечка информации, но это не очень хорошо, если из-за того, что кто-то другой отправляет сообщение, злоумышленник может догадаться, что вы отправили. Потому что зашифрованный текст выглядит одинаково. Мы хотим, чтобы наш зашифрованный текст был уникальным для каждой из наших передач. Поэтому давайте рассмотрим простой пример. Предположим, что сообщение, которое я хочу отправить, такое же короткое, как заглавная буква А. И предположим, что ключ, который я хочу использовать, такой же простой, как число 1. Это не самая лучшая практика, но мы будем использовать ее для обсуждения. Позвольте мне предложить, что самый простой алгоритм, который я, возможно, могу придумать, на самом деле такой, который принимает A в качестве входных данных, и 1 в качестве входных данных и выходных данных B. И вы, возможно, сможете сделать вывод, к чему это приведет, если вместо этого я предоставляю B в качестве входных данных, Иван в качестве входных данных для обычного текста и ключа, соответственно, тогда на выходе получается C. Так что хотите верьте, хотите нет, но в прошлом Юлий Цезарь, как известно, использовал подобный алгоритм по преданиям, в результате чего этот алгоритм, шифр Цезаря, является тем, что обычно известно как A-ротационный шифр. Потому что вы как бы меняете местами буквы английского алфавита. A превращается в BB, становится C. И я уверен, что если мы продолжим эту логику, то сможем перейти от Z к A. В настоящее время это, конечно, применяется к очень коротким сообщениям, которые не так уж полезны. Отправка A, B или C в целом не особенно полезна. Но это демонстрирует, как мы можем зашифровать наш открытый текст в наш зашифрованный текст. Однако, когда кто-то получает это сообщение, он должен знать не только то, какой алгоритм я использовал для его шифрования. В данном случае это шифр Цезаря или в более общем смысле ротационный шифр. Но они также должны знать, что это за ключ. И этот ключ может быть не таким простым, как 1. Вот, например, как выглядит шифр 13. Если ваш ключ 13, а ваш открытый текст — буква А, то зашифрованный текст должен быть буквой N, потому что это 13-я буква после А. Теперь алгоритм кажется не таким очевидным. 13 — это также название популярного способа шифрования информации, но не такого, который обеспечивает безопасность. Раньше его часто использовали для того, чтобы скрыть спойлеры к фильмам в интернете. Scrambling information, but not in a way that you intend to be secure. Historically, it was often used for like movies. Если вы хотите сделать что-то спойлером до того, как появились C и эффекты размытия на веб-сайтах, вы можете просто зашифровать текст. Тогда он будет выглядеть полностью зашифрованным. Но любой может расшифровать его одним нажатием кнопки. Однако я бы не рекомендовал использовать ключ 26, потому что... Ну, в английском языке всего 26 букв алфавита, от А до Я. Поэтому ключ 26 будет выдавать для вашего зашифрованного текста то же самое, что и для открытого текста. В интернете есть шутка, что шифр 26 в 2 раза безопаснее, чем шифр 13, потому что 13 умножить на 2 равно 26. Но, очевидно, это не так. Почему? Честно говоря, мне даже не нужен компьютер, чтобы взломать этот шифр. Я, наверное, мог бы взять листок бумаги и карандаш и просто перебрать все возможные числа от 1 до 25. Мне даже не нужно тратить время на 26. Я могу вычислить методом перебора, какой ключ мог использовать отправитель сообщения, используя этот алгоритм.
Не каждую букву, а, возможно, каждую букву в сообщении. Мне не составит труда вычислить это методом перебора вручную. А с помощью кода, боже мой, я мог бы написать программу на Python, которая сделает это еще быстрее. Вот на экране зашифрованный текст, который я заранее подготовил. Я не скажу вам, какой ключ я использовал. Изначально это было английское сообщение, написанное заглавными буквами. Итак, теперь наша задача — расшифровать это сообщение, независимо от того, являетесь ли вы его получателем или, может быть, злоумышленником, который перехватил мою передачу с этим сообщением. И теперь вы пытаетесь взломать алгоритм методом перебора. Судя по тому, как некоторые из вас опускают головы и что-то пишут, я уверен, что мы тоже могли бы взломать алгоритм методом перебора. Но как? Ну, как работает процесс расшифровки? Это просто то же самое, но в обратном порядке. Если это наше изображение, а у вас есть зашифрованный текст, вы можете ввести тот же ключ, например, 1, 13 или 26, и получить расшифрованный текст. Конечно, алгоритм расшифровки работает наоборот, потому что вы не хотите просто добавить одну позицию, или 2, или 3. Вы хотите отнять 1, 2, 3 или 13 позиций. Вы хотите, так сказать, идти в обратном направлении. И если я веду в качестве шифротекста букву B, а в качестве ключа цифру 1, то расшифрованным текстом, конечно же, будет буква A. И это работает для всех остальных букв алфавита, если я использую этот процесс для расшифровки. А теперь я дам вам возможность взглянуть на экран и попробовать самим разгадать, что здесь зашифровано. Если вам нравится разгадывать шифры, если вы хотите улучшить свои навыки в этой области, то, осмелюсь сказать, вы начинающий криптоаналитик, который интересуется миром криптоанализа. И это тоже работа, особенно для правительств, которые пытаются расшифровать сообщения, которые, возможно, были зашифрованы. Надеюсь, что в мире используются более надежные алгоритмы, чем эти простые шифры с заменой букв. Что я имею в виду под надежностью? Надеюсь, что используются ключи, которые намного больше, чем маленькие числа от 1 до 25. Надеюсь, что используются гораздо большие числа, много бит. Хотя бы для того, чтобы нам с вами потребовалось намного больше времени для расшифровки, чем для работы с этим конкретным алгоритмом. Я не хочу держать вас в напряжении, но и не хочу портить вам удовольствие, если вы хотите попробовать свои силы. Так что закройте глаза, если не хотите увидеть ответ. Или, я думаю, вы можете просто отвернуться от экрана. Но через 5 секунд я покажу, что на самом деле написано в открытом тексте. И некоторые из вас, если вы смотрели тот фильм, который я упомянул, сразу поймут, почему это так. Но если вы не смотрели, то можете просто считать это своего рода рекламой. Итак, начинаем. У вас есть 5 секунд, чтобы закрыть глаза. 4, 3, 2, 1. Некоторые из вас, наверное, смотрели этот фильм на праздниках. Но сейчас я убрал его с экрана, и мы перейдем к реальным алгоритмам. Если вы хотите вернуться и посмотреть, что же было в ответе, мы, конечно, оставим его на повторе. Какие алгоритмы шифрования сейчас считаются лучшими? Шифр Цезаря, который я описал ранее, не рекомендуется использовать. Он хорош для демонстрации и обсуждения, но не для практического применения. Если только вы, например, не в средней школе и не пытаетесь отправить сообщение одноклассникам на листке бумаги, опасаясь, что учитель может его перехватить. И у учителя, скорее всего, нет ни желания, ни возможности взламывать шифр и выяснять, какой ключ используется. Но это уровень безопасности, который вы получаете с помощью такого шифра. Но в реальном мире, где мы используем смартфоны, компьютеры и ноутбуки, обычно применяются с или тройной DS. Это популярные алгоритмы, которые были проверены во всем мире и широко используются для шифрования секретным или симметричным ключом. Для ясности уточню, что для этого и отправитель, и получатель должны знать и использовать один и тот же ключ. Сегодня я просто хочу сказать, что математика этих и других, более сложных алгоритмов подробно описана в учебниках. Поэтому злоумышленнику гораздо сложнее их взломать, даже если он попробует 25 разных ключей.
Теперь вопросы о криптографии с секретным ключом или о любых примитивах, которые мы только что обсудили. Значит, если кто-то взломает, например, узнает хэш значение, хэш-функцию компании, которая его использует, он сможет использовать хэш значение и найти обратную функцию, а затем получить пароль. Хороший вопрос. Я бы не стал беспокоиться о том, что кто-то сможет обратить хэш-функцию, потому что все они, которые сегодня используются в современных системах, были проверены множеством умных математиков, программистов и специалистов, которые доказали, что эти вещи работают так, как от них ожидается. Однако, если пароли, которые были хешированы, легко угадать, или если злоумышленнику просто повезет с техникой, которую он использует, то, скорее всего, он сможет найти хотя бы один пароль, который соответствует этому хэш-значению, но часто это требует значительных усилий. В общем, компания не должна и не обязана скрывать, какую хэш-функцию она использует, какой алгоритм шифрования. Если честно, я думаю, что компании должны использовать лучшие практики и общепринятые стандарты. Все эти алгоритмы предназначены для того, чтобы скрыть не сам алгоритм, который сейчас можно найти в учебниках, в Википедии и других источниках, а то, что должно быть скрыто, то есть ключ. И если вы используете слишком маленький ключ, как я изначально сделал, то вы просто неправильно используете алгоритм. Но если вы придерживаетесь лучших практик и выбираете действительно большой рекомендуемый размер ключа, то математически все должно быть надежно. Вместо того, чтобы взламывать хэш или алгоритм, злоумышленнику было бы проще получить доступ к серверу и базе данных и получить доступ к хэш-функции как к коду генератора. То есть проще получить доступ к тому, как работает конкретный алгоритм. Таким образом, они могут просто его перепроектировать. Все, что вы описали, возможно, но я бы не стал утверждать, что компания должна скрывать свой хэш-алгоритм. Вы должны доверять математике, которую мы сегодня обсуждаем, как в контексте хеширования, так и в контексте шифрования. Я вывел на экран количество возможных хэшей, которые можно получить, используя один из самых современных стандартов хеширования паролей. Это очень большое число. Я не помню, сколько атомов во Вселенной, но думаю, что их меньше, чем здесь. Идея в том, что если пространство поиска возможных значений, хэш-функции или пространство поиска возможных ключей настолько велико, что ни вы, ни я, если говорить прямо, не успеем разгадать пароль или хэш-функцию до того, как злоумышленник это сделает. Так что это предположение. Большинство наших сегодняшних методов защиты основаны на вероятностях и попытках свести к минимуму вероятность взлома, даже если у злоумышленника есть миллион или больше вариантов. И он попробует первый из них. Поэтому не стоит хранить алгоритмы и шифры в секрете. Вы должны быть уверены, что математика и вероятности защитят ваши данные, если вы правильно используете эти алгоритмы. И еще один вопрос, прежде чем мы продолжим. Как работает шифрование со словами, а не с цифрами, например, со словами? Как это работает? Как мы можем зашифровать буквы в словах, а не цифры? Как это работает? Хорошо. Если ваш ключ — это слово, а не число, то, во-первых, скажу, что в шифровании ключи обычно не используются в качестве слов. Это не пароли. Они не предназначены для такого использования. Эти ключи обычно генерируются компьютером. По сути, это просто случайные числа. Вы узнаете об этом на курсе, например, CS50. Как преобразовать слово в числовое представление? Существует система под названием ASCII или ANICAD. Например, буква А — это число 65 в большинстве систем. Число 66 — это буква B.
Но мы можем пойти еще дальше. На самом деле, есть последовательность нулей и единиц, которые обозначают буквы A, B, C и так далее. Так что мы можем преобразовать все в мире компьютеров в числа. И для этого я советую вам пройти курс ES50 на онлайн. Таким образом, это криптография с секретным ключом или симметричным ключом. Но это не решает всех наших проблем. Потому что я предполагал, что отправитель и получатель знают общий секрет, будь то простой ключ, например, 1, 2 или 13, надеюсь, не 26. Или, надеюсь, какое-то более крупное значение. Но тут возникает проблема курицы и яйца, так сказать, на английском языке, когда нужно установить общий секрет между сторонами А и Б, если они никогда раньше не общались. Например, если вы впервые заходите на сайт электронной коммерции Amazon или Gmail, вы, вероятно, уже знаете это, живя в современном мире. В идеале, вы хотите, чтобы соединение с Amazon или Gmail было зашифровано, каким-то образом скремблировано. Зачем? Ну, вы же не хотите, чтобы кто-то украл ваш пароль. Вы не хотите, чтобы кто-то перехватил номер вашей кредитной карты. Вы не хотите, чтобы ваши личные электронные письма читали другие люди. Поэтому логично, что шифрование — это хорошо. И вы, возможно, видели это в строке URL с помощью так называемого HTTPS, где буква S означает «безопасный». Но, скорее всего, вы не знаете никого лично в Amazon. И вы не знаете никого лично в gmail.com. Так, каким же ключом вы собираетесь пользоваться для безопасного общения с этими сайтами? Не говоря уже о новых, которых сегодня нет, но которые могут появиться завтра. Как вы устанавливаете общий секрет с кем-то другим? Это фундаментальная проблема или предостережение при использовании симметричного или секретного ключа шифрования. Оно заключается в том, что у вас должен быть общий секрет с другим человеком. Но возникает проблема курицы и яйца, когда единственный способ установить общий секрет — это безопасно отправить его другому человеку. Но если вы не можете безопасно общаться, вы даже не можете отправить ему секрет, который хотите использовать. Получается, что вы в тупике. К счастью, благодаря математике, есть способы решить эту проблему с помощью не симметричного, а публичного шифрования, также известного как асимметричное шифрование. Среди алгоритмов могут быть такие, как Diffie-Hellman, MAF, RA и другие. И я осмелюсь сказать, что в этом списке, возможно, RA — один из самых известных алгоритмов, который вы наверняка видели в дикой природе. Что же мы подразумеваем под публичным шифрованием, или точнее публичным шифрованием с открытым ключом? Ну, в мире публичного шифрования или асимметричного шифрования, асимметрия подразумевает, что вы на самом деле не используете один ключ для двух людей, А и Б. Вы используете два ключа. В мире публичного шифрования у каждого есть и публичный, и приватный ключ. Это просто очень большие числа. Между этими числами, публичным и приватным ключом, существует математическая связь. Но это отношения, которые ваш телефон, ноутбук или компьютер вычисляют, когда генерируют эти значения для вас. В отличие от паролей, которые мы с вами, людьми, выбираем, запоминаем или храним в менеджерах паролей. Ключи обычно генерируются для вас в мире криптографии с открытым ключом. Как следует из названия, весь смысл этих ключей в том, чтобы сообщить всему миру, если вы захотите, какой у вас открытый ключ. Он ни в коем случае не является секретным. Вы можете отправить его по электронной почте, можете указать его в подписи к каждому письму, можете разместить его на своем сайте или в социальных сетях. Смысл открытого ключа в том, чтобы сделать его действительно открытым. Но достаточно сказать, что закрытый ключ должен быть у вас на вашем устройстве, и вы должны хранить его в секрете. Его нельзя никому передавать. Но самое интересное в криптографии с открытым ключом и лежащей в ее основе математики заключается в том, что если вы поделитесь своим открытым ключом с кем-то в интернете, то этот человек сможет использовать его для шифрования сообщения и отправить вам его по электронной почте, в чате или с помощью любой другой технологии. И если вы попытаетесь угадать, какой ключ в мире может расшифровать сообщение, зашифрованное вашим открытым ключом, то это будет только ваш закрытый ключ.
Вот что делает для вас математик. Давайте посмотрим, какими должны быть входные и выходные данные, если представить это в виде алгоритма шифрования с открытым ключом. Если цель состоит в том, чтобы отправить вам сообщение, и вы поделились своим открытым ключом с миром, то тот, кто отправляет вам это сообщение, использует ваш открытый ключ, свой текст сообщения, и в результате получается зашифрованный текст. Вот как работает шифрование с асимметричным ключом. Когда вы получаете сообщение, вы можете использовать свой закрытый ключ и полученный зашифрованный текст, чтобы расшифровать его. Это и есть то, что мы подразумеваем под асимметричным шифрованием. В отличие от шифрования с секретным или симметричным ключом, где вы используете один и тот же ключ для шифрования и дешифрования, плюс 1 или минус 1 в случае роторного шифра. При асимметричном шифровании вы используете один ключ для шифрования и другой ключ для дешифрования. Вот в чем принципиальная разница. Ra — один из самых популярных алгоритмов для этого. Браузеры, которыми вы, вероятно, пользуетесь каждый день, используют какой-то вариант Ra. Мы не будем вдаваться в подробности математики. Но одна из самых важных особенностей Ra — это использование очень больших простых чисел. Вкратце, в Ra ваш компьютер или телефон выбирает очень большое простое число, называемое π. Затем он выбирает другое очень большое простое число, называемое q. Затем он перемножает их, чтобы получить новое значение. Мы назовем его n. Это значение используется в математике, которую придумали авторы алгоритма. Предполагается, что когда вы берете очень большое простое число и умножаете его на другое очень большое простое число, очень сложно определить, какими были изначальные p и q по результату умножения. Если вы не очень хорошо разбираетесь в простых числах, то это число, которое можно разделить только на единицу. И действительно, мы можем использовать их, взять два больших простых числа и перемножить их, чтобы получить значение n, которое затем используется в остальной математике. Что это за остальная математика? По сути, это будут самые страшные на вид формулы, которые вы, возможно, увидите за время этого курса. Значение n, которое я только что описал, используется для деления значений. Если вы не знакомы с понятием модуля, то в данном контексте это означает остаток от деления. Итак, что мы делаем? Вот краткое описание того, как работает шифрование и дешифрование с помощью Ra. Если у вас есть сообщение m, которое вы хотите отправить другому человеку, и вы каким-то образом получили его с помощью процесса, о котором я упоминал ранее, вы получили свой открытый ключ, и, тогда кто-то может взять ваше сообщение, зашифровать его, возведя в степень, и затем разделить его на n, чтобы получить остаток от деления. Это даст вам значение, называемое C, для зашифрованного текста. Когда вы получите это сообщение C, вы можете использовать свой закрытый ключ, известный здесь как D, и возвести зашифрованный текст в степень D. Это степень D. И вы разделите на n, чтобы получить остаток, который вернет вам исходное сообщение. Теперь это значительное упрощение того, что происходит, но такова суть алгоритма. Это связано с выбором двух очень больших простых чисел, умножением их друг на друга, чтобы получить значение n, а затем использованием n, а также других значений, которые генерируются алгоритмом для вас и d, для шифрования и дешифрования сообщений. Это называется модульной арифметикой. Чтобы получить эти остатки, нужно много раз делить и умножать. Но в конечном итоге это очень надежный способ асимметричного обмена информацией без необходимости заранее договариваться об общем ключе, а вместо этого использовать открытый и закрытый ключи. Существуют и другие методы, которые используются в криптографии с открытым ключом. Другой метод — это обмен ключами. Если вы действительно хотите установить общий секрет, то есть альтернативные алгоритмы, которые люди изобретали на протяжении многих лет, это альтернатива тому или иному алгоритму. Один из таких альтернативных алгоритмов называется Diffie-Hellman по имени другой пары авторов. Суть этого алгоритма в том, чтобы с помощью сложной математики выяснить, как A и B могут получить одно и то же значение, которое они затем могут использовать в качестве общего секрета. Но так, чтобы никто, кто перехватит их сообщение, не смог узнать, что это за общий секрет.
intercepts any of their messages, being able to figure out what is that shared value, that shared В чем же суть математики? Сначала вы выбираете значение g, которое называется генератором. Это может быть просто число 2. Затем вы выбираете большое простое число, назовем его π. Эти значения должны быть согласованы заранее. Тем временем Алиса, допустим, выбирает свой личный ключ, который тоже очень большой. Затем она выполняет математическое действие g в степени a по модулю π. И снова, по модулю означает, что нужно взять остаток от какого-то значения. А Боб, допустим, использует то же самое g, то же самое π, выбирает свой личный ключ, который называется b, и возводит g в степень b по модулю π. В результате он получает значение b, в то время как у Алисы было значение a. Затем оказывается, что Алиса и Боб могут отправлять эти значения через интернет. А Алиса отправляет значение a, а Боб значение b. И благодаря сложной модульной арифметике Алиса может взять значение b Боба и возвести его в степень своего значения a, что фактически дает g в степени a умножить на b по модулю π. А Боб, в свою очередь, может взять значение a Алисы, которое было отправлено ему, возвести его в степень своего личного ключа b, а затем по модулю π. Таким образом, он получает остаток от деления на π. И в итоге у Алисы и Боба получается одно и то же значение. Мы назовем его S, секретным общим значением, хотя оно никогда не передавалось полностью через интернет. Алиса отправила его часть таким образом. Боб отправил его таким образом. Но поскольку у Алисы и Боба были свои личные ключи, маленькие a и b, они сохранили их в тайне. Они могут выполнять эти математические действия, и в результате у них получается одно и то же значение. Даже если мы с вами, перехватив любое из этих сообщений, не смогли бы понять, что в нем написано. Теперь, когда у них есть общий секретный ключ, они могут использовать любой из тех симметричных шифров, о которых мы говорили ранее. S я кратко описал на доске. Triple Des я кратко описал на доске. Черт возьми, мы могли бы даже использовать это в ротационном шифре, если бы захотели, но это не лучшая практика. Так что повторюсь, не стоит так сильно зацикливаться на математике. Но если бы вы изучали теоретическую информатику на более высоком уровне, вы бы узнали, как работает программное обеспечение. А теперь мои комментарии по поводу того, что не стоит изобретать собственные криптографические функции. Вот почему. Это уровень сложности, который мы с вами принимаем как должное в наших телефонах, ноутбуках и компьютерах, которые были проверены как специалистами, так и учеными. Как правило, лучше всего полагаться на проверенные стандарты, а не пытаться изобрести собственную криптосистему, которая может содержать ошибки, о которых вы сами не знаете. И вишенка на торте — это то, что в конечном счете, если вам интересно, что лежит в основе математики, то Алиса и Боб вычисляют g в степени a, умноженное на b по модулю π. Но об этом вы узнаете на курсе математики более высокого уровня, если вам это интересно. А теперь последний элемент, который вы можете получить из мира криптографии с открытым ключом. И это то, что будет все больше и больше использоваться в нашем мире. Особенно по мере того, как мы уходим от архаичных бумажных подписей, которые вы могли бы поставить ручкой на листе бумаги, и переходим к тому, что мы называем цифровыми подписями. Оказывается, что если вы знакомы с идеей криптографии с открытым ключом, которая включает в себя открытые и закрытые ключи, причем первый из них буквально открыт для всех, то вы можете поделиться им со всем миром. Второй ключ предназначен для личного использования и хранится только у вас. И если вы поверите мне на слово, что с помощью соответствующей математики можно установить связь между этими двумя числами, то одно из них может использоваться для шифрования данных, а другое — для их расшифровки. Даже если вы не разбираетесь в математике, но согласны с тем, что это работает, мы можем использовать этот строительный блок «Открытые и закрытые ключи» для решения других задач. Не только для шифрования сообщений от точки А к точке Б и обратно, но и для подписи документов и подтверждения, что они были подписаны Дэвидом или кем-то еще. Как это работает? В мире цифровых подписей есть еще несколько алгоритмов, которые часто используются, хотя мы продолжим упрощать их в нашем обсуждении. D, ECTA, RA и другие могут использоваться для подписания документов или другой информации в цифровом формате.
Что значит подписать что-то в цифровом формате? Это совсем не похоже на обычную подпись. Здесь задействована математика. Итак, вот как можно подписать документ или информацию в цифровом формате. Я утверждаю, что на входе в этот процесс будет сообщение, письмо, которое вы написали, контракт, который вы хотите подписать, или что-то, на что вы хотите поставить свою цифровую подпись. На выходе мы получим хэш. Мы можем использовать любую хэш-функцию, о которых мы говорили ранее, которая принимает на вход сообщения произвольной длины, например, письмо, документ, эссе, контракт, и выдает на выходе хэш-значение фиксированной длины. Итак, мы это увидели и подтвердили, что это действительно возможно, аналогично тому, как мы обсуждали пароли. Это можно сделать даже для документов большего размера, чем для паролей. Можно сделать это и для целых документов. Получив хэш, мы можем подписать документ в цифровом формате. Для этого вы используете свой закрытый ключ. Вы передаете его в алгоритм цифровой подписи вместе с только что вычисленным значением хэша. На выходе получается подпись. Если подумать об этом, что мы делаем? Мы берем документ произвольного размера. Это может быть письмо, которое вы написали, или контракт, который вам нужно подписать, и который может быть коротким или длинным. Вот где пригодятся криптографические хэш-функции. Вспомните, что криптографическая хэш-функция по определению принимает на вход данные произвольного размера и преобразует их в выходные данные фиксированного размера. Поэтому неважно, насколько большим был исходный документ, вы можете преобразовать его в более компактное представление. Итак, согласно этой диаграмме, если вы берете это хэш-значение и шифруете его своим закрытым ключом, то мы говорим, что результатом этого процесса, который представляет собой просто действительно большое число или некоторую последовательность странно выглядящего текста, является ваша цифровая подпись. Это немного странно, потому что то, что мы сейчас делаем, прямо противоположно шифрованию с открытым ключом. При шифровании с открытым ключом помните, что кто-то другой использовал ваш открытый ключ для шифрования вашего сообщения, а вы использовали свой закрытый ключ для его расшифровки. Но в случае с цифровыми подписями история переворачивается с ног на голову. Вы используете свой закрытый ключ и хэш вашего сообщения для цифровой подписи вашего документа. И результатом этого является подпись. Опять же, цифра или какая-то строка текста. И вы отправляете эту подпись получателю, говоря: «Это моя цифровая подпись». Вы можете проверить ее прямо сейчас, если пожелаете. И они должны это сделать. В связи с этим возникает вопрос: как получатель проверяет вашу цифровую подпись? Откуда он знает, что эта странно выглядящая последовательность символов или цифр на самом деле была подписана вами? Ну что же, напомню, что у вас есть не только закрытый, но и открытый ключ. И этот открытый ключ доступен каждому, включая получателя. Итак, происходит вот что. Когда этот получатель получает ваш документ и вашу цифровую подпись, так сказать, он, вероятно, захочет и должен проверить цифровую подпись, чтобы подтвердить, что да, вы подписали этот документ или заключить контракт. Так как же выглядит эта коробка? Так вот, они получили не только сам документ, так называемое сообщение, но и вашу цифровую подпись. Таким образом, вы отправили им две вещи. И цифровая подпись, которую можно представить как обычную подпись, но это, конечно, большое число или строка текста. Но вам прислали два документа, сам документ и подпись. Что вы делаете? Вы берете полученный документ и пропускаете его через ту же самую общедоступную хэш-функцию. Поскольку документ может быть длинным, вы хотите преобразовать его в короткое хэш-представление, как мы делаем с паролями. Так что вам не нужно раскрывать личную информацию. Но что вы делаете дальше? Вы берете открытый ключ человека, который подписал этот документ. Вы берете подпись, которая, по их утверждению, является их подписью, и расшифровываете ее с помощью их открытого ключа. Это должно дать тот же самый хэш, который вы только что рассчитали. Итак, резюмируя само сообщение, документ в этой истории является общедоступным. Оно не зашифровано. Это не то, что вас должно волновать. В этой истории важно то, что документ подписан конкретным человеком. Поэтому, если это сообщение, этот документ, доступен отправителю и получателю, они оба выполняют первый этап — хеширование сообщения, хеширование документа, чтобы получить краткое представление о нем. Это не так уж и сложно. Это действительно не сложно. Это ускоряет и упрощает математические расчеты. Но получатель, помимо сообщения, которое он только что хешировал, получает еще и вашу заявленную цифровую подпись и пытается расшифровать ее с помощью вашего открытого ключа.
И здесь, как и в случае с закрытым ключом, который может отменить шифрование, выполненное с помощью открытого ключа, так и открытый ключ может отменить шифрование, выполненное с помощью закрытого ключа. Если получатель математически точно вычислит хэш-код после расшифровки того, что вы ему отправили, то математически получается, что единственным человеком в мире, который мог подписать этот документ, являетесь вы, потому что у вас есть открытый ключ. И, возможно, какая-то третья сторона, какой-то реестр или компания сказали: да, это открытый ключ Дэвида Малана. Можете ему доверять. И если закрытый ключ Дэвида Малана не был скомпрометирован, то вы можете быть уверены, что любая подпись, которую вы можете расшифровать с помощью моего открытого ключа, была зашифрована с помощью моего закрытого ключа. И думаю, нужно время, чтобы понять эти идеи и математику. Но сейчас, если вы просто поверите, что в мире есть два больших числа, одно из которых публичное, а другое приватное, и между ними существует математическая связь, позволяющая менять их местами, то мы, люди, можем использовать это не только для защиты наших сообщений, как мы обсуждали шифрование, но и для аутентификации сообщений и подтверждения, что это действительно пришло от Дэвида Малана. И в отличие от подписи человека на листе бумаги, которую можно сфотографировать, скопировать, подделать, секретность цифровых подписей зависит от того, что ваш закрытый ключ остается в тайне. И такого понятия не существует в мире человеческих подписей. Так что в этом смысле цифровые подписи объективно лучше, чем наши старые человеческие. Теперь вопросы. И я знаю, что это много, и это нормально, если вы не все поняли сразу. Вопросы о цифровых подписях, шифровании с открытым ключом, расшифровке или чем-то еще. Эти открытые и закрытые ключи привязаны к чему-то? К вашему IP-адресу? Хороший вопрос. К чему они относятся? Как правило, не к вашему IP-адресу. Обычно они хранятся в реестре, например, в центральном реестре, который знает, что это открытый ключ Влада. Это открытый ключ Дэвида и так далее. И это основано на системе доверия и транзитивности. Так что если вы доверяете этой сторонней компании, которая хранит все наши открытые ключи, то вы можете доверять тому, кому они, в свою очередь, доверяют. Или это может быть более распространено. Ваш открытый ключ может быть в буквальном смысле размещен в нижнем колонтитуле ваших электронных писем. Он может быть размещен на вашем веб-сайте. Он может быть в вашем профиле LinkedIn или где-то еще. И пока другие люди в мире доверяют вашей электронной почте, вашему веб-сайту или LinkedIn, они могут быть уверены, что это действительно ваш открытый ключ. Существует множество различных способов реализации этой системы доверия. У вас есть еще вопросы? При хешировании используется математическая функция, а при шифровании используется математическая функция плюс ключ, как в шифре Цезаря в основном. Используется простая функция плюс ключ. Верна ли эта аналогия? Да, это верно. И если это поможет вам, это чрезмерное упрощение, но я думаю, что в целом полезно рассматривать хеширование как один из способов. Таким образом, вы можете преобразовать значение только в хэш-значение, но не наоборот. Но шифрование — это как бы двусторонний процесс. Это, так сказать, обратимое хеширование. Выходные данные по-прежнему выглядят странными и случайными, но вы можете отменить процесс. И один из способов осмыслить это в мире хеширования, потому что я утверждаю, что вы можете взять как бесконечный домен, как любое возможное сообщение, которое вы хотите отправить, и преобразовать его в конечный диапазон. Например, все слова A могут иметь хэш-значение, равное единице. Все слова, начинающиеся на букву А, могут иметь значение хэша, равное 2. Этот простой пример показывает, что если у вас есть только значение хэша, равное единице или 2, то я понятия не имею, что было в исходном тексте. И неважно, как сильно я буду стараться, я никогда не смогу это выяснить, потому что это может быть яблоко, авокадо или что-то еще, начинающееся на А. Таким образом, хеширование в этом смысле отбрасывает информацию, которую невозможно восстановить. А шифрование делает обратное. Было бы бесполезно, если бы шифрование отбрасывало информацию, потому что смысл шифрования в том, чтобы защитить сообщение и информацию, которую мы хотим отправить. Поэтому шифрование обратимо. А хеширования в целом нет. И, как вы заметили, ключ. Без шуток. Для шифрования необходим ключ, чтобы вы могли восстановить процесс, который останется в секрете для других людей.
Еще один вопрос. А потом мы сделаем небольшой перерыв. А потом вернемся и закончим. Есть ли возможность подделать подписи? Если вы используете стандартный метод, который, как мы считаем, работает правильно и не был взломан, и если никто не украл ваш личный ключ с телефона или компьютера, то подделать его невозможно. Вероятность этого настолько мала, что вам не стоит об этом беспокоиться. Оказывается, есть еще одно применение криптографии с открытым ключом, которое решает проблему, о которой мы говорили в прошлый раз. Now, it turns out there is yet one other application of this world of public key cryptography that solves a problem from Помните, что мы закончили наш первый урок, подчеркнув, что пароли и менеджеры паролей могут повысить нашу безопасность, если их правильно использовать. Но есть еще одна технология, которая становится все более доступной. В обиходе ее называют ключи доступа. Или, если говорить технически, это реализация стандарта, который называется веб-аутентификация. И оказывается, что эти ключи доступа, которые есть на некоторых платформах и сайтах, а скоро будут доступны повсеместно, тоже используют открытые и закрытые ключи следующим образом. И, к счастью, сейчас, как бы ни была сложна математика, о которой мы сегодня говорим, есть всего два способа использовать эти открытые и закрытые ключи. Либо зашифровать одним и расшифровать другим, либо наоборот. Так что у нас есть довольно простой строительный блок, который мы можем использовать в том или ином направлении. Как же работают ключи доступа? В ближайшем будущем, как вы увидите, когда будете заходить на определенные сайты или в приложения, вам, вероятно, не придется часто вводить логин и пароль. То есть вам не нужно будет придумывать сложный пароль, который трудно угадать. Вам не нужно запоминать сложный пароль. Вам даже не нужно хранить его в менеджере паролей, потому что ключи доступа избавляют от необходимости вводить пароли. Это приближает нас к миру аккаунтов без паролей. Но как это возможно? Потому что до сих пор мы использовали логины и пароли для аутентификации. Оказывается, мы, люди, хорошо разбираемся в математике, даже если сегодня это не так очевидно. Мы хорошо научились использовать математику для решения этих задач. Представьте себе следующий сценарий. Когда вы в будущем будете заходить на сайт или в приложение, вместо того, чтобы вводить логин и пароль, вам просто предложат создать ключ доступа. Это значит, что ваш ноутбук, компьютер или телефон, скорее всего, попросят вас ввести какой-то код. Они могут попросить вас отсканировать отпечаток пальца или лицо, или ввести пин-код, короткий набор цифр, чтобы с высокой вероятностью убедиться, что вы авторизованы для использования этого устройства и создания аккаунта. Что тогда будет делать ваше устройство и сайт? Ваше устройство сгенерирует открытый и закрытый ключи только для этого сайта или приложения. Ваше устройство отправит открытый ключ на этот новый сайт вместе с вашим идентификатором или именем пользователя, чтобы они знали, что вы Дэвид или кто-то другой. Но пароль вы не отправляете. Вы отправляете только открытый ключ. А закрытый ключ хранится в вашем браузере или другом программном обеспечении. И чтобы было понятно, эта пара открытого и закрытого ключей используется только для этого сайта. Вы будете делать это снова и снова, но автоматически для каждого другого сайта в мире по этой модели. Что произойдет, если вы не зарегистрируетесь на этом сайте, как вы только что сделали, а захотите зайти на него завтра, на следующей неделе или в следующем году? Ну, если у вас все еще есть то же самое устройство, или вы используете облачный сервис, который синхронизирует все ваши пароли, открытые и закрытые ключи между устройствами. Чтобы вы не потеряли их, вот как вы будете заходить на сайт завтра, на следующей неделе или в следующем году. Сайт отправит вам при входе на сайт запрос. Запрос — это что-то вроде небольшого сообщения. Это может быть число, слово или фраза. Это просто случайный набор данных, который сайт хочет, чтобы вы подписали цифровой подписью. Но как вы подписываете цифровую информацию? Я уже говорил, что вы можете использовать свой закрытый ключ и передать его вместе с запросом, который является просто случайным значением, введенным сайтом, в алгоритм цифровой подписи, в этот черный ящик. И на выходе, как и раньше, вы получите свою подпись. А что делает ваше устройство? Оно отправляет эту подпись на сайт. И если вы внимательно следили за моим рассказом, то, возможно, уже поняли, к чему я веду. Как сайт теперь проверяет, что это действительно ваша подпись, что она пришла с устройства Дэвида, а не от какого-то злоумышленника в интернете.
Сайт, поскольку он сохранил ваш открытый ключ, который вы указали при регистрации, использует его для расшифровки вашей подписи с помощью того же алгоритма, чтобы получить, надеюсь, то же самое значение запроса. И если результат этого процесса проверки совпадает с запросом, который сайт отправил вам ранее, то математически это означает, что вы действительно тот, за кого себя выдаете. Потому что именно ваше устройство зарегистрировалось на этом сайте день, неделю или год назад. Так что если мы доверяем математике и верим, что эти алгоритмы позволяют нам шифровать информацию и расшифровывать ее с помощью открытого и закрытого ключей, или наоборот, закрытого и открытого ключей, мы можем с очень высокой степенью вероятности сказать, что это действительно Дэвид Малан. Я разрешу ему вернуться в свой аккаунт. Итак, какие последствия может иметь мир без паролей, в котором используются ключи доступа или веб-аутентификация? Это означает, что мы потенциально выходим из бизнеса как общество, которому приходится запоминать десятки, сотни или тысячи различных паролей для различных целей. Все наши счета. Тем не менее, это требует, чтобы мы не потеряли устройства или те устройства, которые были зарегистрированы на этих веб-сайтах или в приложениях. Но опять же, мир все чаще предоставляет облачные сервисы. Будь то Apple, Microsoft, Google или другие, которые предположительно могут синхронизировать ваши пароли доступа на разных устройствах. И в заключение мы поговорим о том, как их можно безопасно синхронизировать. Даже если Google, Microsoft и Apple не знают, что у вас на устройстве. Собственные пароли действительны до тех пор, пока они предоставляют нам определенную техническую гарантию. Таким образом, преимущество этого в том, что мы можем отказаться от паролей. И вы даже можете поделиться этими ключами доступа с другими людьми, если пожелаете. Загвоздка в том, что прямо сейчас они доступны не на всех существующих веб-сайтах. Вероятно, потребуется некоторое время, чтобы весь мир присоединился к ним. Но я осмелюсь сказать, что в ближайшие недели, месяцы и годы вам будут все чаще предлагать ключи доступа. И действительно, в следующий раз, когда вы зайдете на веб-сайт, который спросит вас: «Эй, вы хотите зарегистрироваться с помощью отпечатка пальца своего лица или с помощью пин-код?» И если у вас даже не спрашивают пароль, то, скорее всего, вместо него используется эта технология. Что же, давайте продолжим и сделаем еще один 5-минутный перерыв. А когда мы вернемся, поговорим о защите данных, поскольку они перемещаются туда-сюда и хранятся в наших собственных системах. Все в порядке. Вот мы и вернулись. Позвольте мне сказать, что сейчас у нас есть множество способов хешировать данные, а также шифровать и расшифровывать их. Как мы можем использовать эти строительные блоки для решения других, возможно, знакомых нам проблем? Например, есть такое понятие, как шифрование при передаче данных. Это означает, что мы с вами предпочитаем, чтобы наши данные были зашифрованы, когда они передаются из точки А в точку Б. Будь то Amazon, Gmail, WhatsApp или любой другой сервис, с которым мы общаемся, мы хотим, чтобы никто не мог получить доступ к этим данным. Особенно важно, чтобы никто не мог подслушать, например, когда Алиса пытается связаться с Бобом, а между ними находится некто по имени Ева. И это может происходить как по проводам в интернете, так и по беспроводной связи. Возможно, Ева — это компания, с которой общаются Алиса и Боб, например, Gmail или Outlook. Поэтому важно отличать шифрование при передаче данных от других видов шифрования. В частности, у Алисы может быть зашифрованное соединение не с самим подслушивающим, а с третьей стороной, например, с Gmail. Допустим, что Ева — это Gmail. А у Боба, когда он проверяет свою электронную почту, тоже есть зашифрованное соединение с Евой, то есть Gmail. У Алисы есть безопасное соединение с Gmail, и у Боба тоже. Но это не значит, что у Алисы есть безопасное соединение с Бобом. Безопасность не обеспечивается за счет транзита, если можно так выразиться. Это может означать, что данные зашифрованы только во время передачи от А к Е и от Б к Е. Но это не значит, что Ив или Gmail в этой истории не могут читать все электронные письма Алисы и Боба. И технически это возможно для Google. Конечно, они управляют всеми серверами, на которых могут быть аккаунты Gmail. Технически ничто не мешает им читать все, что угодно. Надеюсь, у них есть правила.
Надеюсь, что у очень немногих людей есть привилегии или разрешение делать что-то подобное. Но технически, если у Алисы и Боба есть безопасное подключение к Gmail, это не значит, что их сообщения будут полностью зашифрованы между А и Б. И есть много примеров, когда это происходит. Например, Zoom. Когда вы проводите видеоконференцию, у вас может быть зашифрованное подключение к Zoom. У меня может быть зашифрованное подключение к Zoom. Это не значит, что Zoom не может прослушивать и записывать все, что мы говорим во время видеоконференции. Поэтому шифрование и передача данных хороши тем, что они, по крайней мере, не позволяют посторонним людям видеть и слышать население. Но если есть третья сторона, компания или машина посередине, даже у них может быть доступ к данным, к которым они не должны иметь доступа. Что же тогда может быть более надежной альтернативой? Все чаще можно встретить то, что мы называем сквозным шифрованием, и вам, как пользователю, стоит обращать на это внимание. Это более надежная гарантия, благодаря которой вы можете быть уверены, что связь Алисы с Бобом действительно защищена. Даже если здесь не показано, что посередине находятся 1, 2, 3 или 4 машины, компании или прослушивающие устройства. Если вы используете сквозное шифрование, то Ева, Google или Zoom смогут увидеть только ваш зашифрованный текст, который выглядит как случайные строки символов или нулей и единиц, представляющие ваши зашифрованные данные. Но без вашего ключа они не смогут понять, что это за данные. Таким образом, сквозное шифрование не всегда выгодно компаниям. Почему? Ну, такие компании, как Gmail, обычно собирают наши данные, например, для рекламных целей. И иногда в интересах компаний иметь доступ к вашим данным, чтобы хранить их на своих серверах, но при этом иметь к ним доступ. Возможно, это не очень удобно для вас. Есть и другие варианты. Например, пользователи Apple могут использовать iMessage, а WhatsApp известен тем, что предлагает сквозное шифрование, которое, если оно реализовано правильно и технически грамотно, гарантирует, что даже если ваши сообщения проходят через серверы WhatsApp, ни один сотрудник WhatsApp не сможет их прочитать, потому что они зашифрованы от А до Б, даже если они проходят через потенциального злоумышленника. Но это зависит от того, какое именно шифрование вы используете. А если оно не сквозное, то данные могут быть зашифрованы только при передаче, и тогда злоумышленник действительно сможет получить доступ к данным. Чтобы использовать сквозное шифрование, нужно, чтобы такая возможность была у сервиса, который вы используете, или чтобы вы сами выбрали сервис, который ее предоставляет. Это не всегда доступно, но все больше сервисов предлагают такую возможность. Давайте рассмотрим простую операцию, которая связана с этими технологиями и решениями. Допустим, вы хотите удалить файл на своем Mac, ПК, телефоне или другом устройстве, где хранятся данные на ваших устройствах. Обычно это что-то вроде этого большого жесткого диска, который может хранить много файлов и папок, или, возможно, что-то поменьше, например, твердотельный накопитель, который хранит информацию в цифровом виде без движущихся частей. А еще меньше по размеру может быть флешка, которую вы носите с собой. Сейчас они тоже стали меньше и тоже хранят данные в цифровом виде. Как удалить файл из компьютера или любого другого устройства? Обычно вы просто нажимаете на файл и перетаскиваете его куда-нибудь, или нажимаете правой кнопкой мыши, или просто перетаскиваете в корзину, или что-то подобное. Существует множество способов удаления файлов в пользовательском интерфейсе. Но давайте рассмотрим, что происходит под капотом. Итак, давайте предположим, что ваш жесткий диск, твердотельный накопитель или флешка содержат только нули и единицы. Эти нули и единицы представляют ваши файлы и папки. Что происходит, когда вы удаляете файл, перетаскивая его в корзину в Windows или в корзину в macOS? Ну, на самом деле, оказывается, это не так. Когда вы удаляете файл в Windows или когда вы удаляете файл в macOS, он на самом деле не удаляется в том смысле, в каком мы с вами привыкли это понимать. Под удалением я имею в виду, что файл исчезает. Я не хочу, чтобы у меня была возможность его найти. Ладно, подождите минутку. Конечно, мы все знаем, что на компьютере нужно очистить корзину или удалить файл. Но даже если вы это сделаете,
Вопреки вашим ожиданиям, очистка корзины или удаление файла не приведет к его удалению. И здесь я снова хочу подчеркнуть, что когда я удаляю файл, я хочу, чтобы он исчез, был удален с моего компьютера. Но когда вы очищаете корзину или удаляете файл в Mac OS или Windows, они не удаляют файл как таковой. Они просто забывают, где он находится. Где-то в памяти компьютера есть что-то вроде таблицы, базы данных или списка, в котором есть как минимум два столбца. One of which has the name of your file or the location of your file, the other of which has some kind of reference to which zeros and ones on your actual... В одном из них указано имя файла или его местоположение, а в другом — ссылка на нули и единицы, которые на вашем компьютере реализуют этот конкретный файл. Возможно, эти нули и единицы относятся к одному файлу, а эти к другому и так далее. Таким образом, ваш компьютер где-то хранит информацию о том, где физически находится файл на вашем компьютере. Но, когда вы удаляете файл, очищая корзину или удаляя файл, компьютер просто забывает, где он находится. И что еще важнее, это освобождает место, которое можно будет использовать позже. Что я имею в виду? Ну, допустим, я удаляю файл и очищаю корзину или мусорную корзину на компьютере. Допустим, эти желтые нули и единицы обозначают файл, который мне больше не нужен. Что же происходит под капотом компьютера? Ну, в конечном итоге, некоторые из этих желтых нулей и единиц могут быть использованы для других файлов. Другими словами, эти нули и единицы, выделенные желтым цветом, обозначают файл, который был там, но больше не нужен. Это означает, что теперь эти нули и единицы могут использоваться для других файлов. И вот здесь есть несколько случайных нулей и единиц, которые могут перезаписать часть файла, но не весь. Обратите внимание, что здесь на моем изображении компьютера все еще есть куча желтых нулей и единиц. Получается, что со временем ваш файл действительно будет удален. Что я имею в виду? В конечном итоге эти нули и единицы будут переиспользованы, превратятся из единицы в ноль, из нуля в единицу. Так что ваш файл, по сути, исчезнет, потому что его место будет занято. Но обратите внимание, что даже после того, как вы удалите файл, даже если вы создали или загрузили новые файлы, в них все равно могут остаться части вашего файла. Например, документ с конфиденциальной информацией, файл Excel или изображения, которые были на вашем компьютере. От них могут остаться только несколько строк. Так что вы должны понимать, что удаление файла не избавляет от него полностью, как вы, возможно, думаете или надеетесь. Для этого нужно кое-что знать. Что я имею в виду? Безопасное удаление — это совсем другое дело. Обычно, когда мы удаляем файлы, они не удаляются полностью. Мы не можем надеяться на это. Безопасное удаление — это то, на что вы действительно можете надеяться. Это полное удаление файла. Если вернуться к исходному содержимому моего компьютера, где все эти нули и единицы, и предположить, что я хочу удалить файл вверху экрана, то в идеальном мире эти нули и единицы просто исчезли бы, верно? Это было бы чертовски надежно. Эти биты, эти нули и единицы, их больше не существует. Но это, вероятно, не лучший способ надежно удалить информацию. Потому что если я просто избавлюсь от этих нулей и единиц, то мой жесткий диск будет становиться все меньше и меньше по вместимости, если у меня не будет столько битов или нулей и единиц. Так что это, вероятно, не лучшее долгосрочное решение, потому что оно дорогое. Это как избавиться от части своей памяти. Мы так не делаем. Но как можно надежно удалить файл? Я не думаю, что мы хотим просто ждать и надеяться, что система в конце концов повторно использует эти нули и единицы. Потому что у нас все равно могут остаться какие-то остатки, что не очень хорошо. Поэтому, когда мы удаляем файл, мы делаем вот что. Заменим все нули и единицы, которые нам больше не нужны, или которые мы не хотим видеть. Заменим их на нули. Это позволит надежно удалить файл, потому что те единицы, которые были там раньше и представляли какую-то информацию, теперь полностью исчезли. Или другими словами, я мог бы заменить их на единицы. Или я мог бы даже заменить их на случайные нули и единицы. Смысл в том, чтобы надежно удалить файл, нужно заменить все нули и единицы на какой-нибудь другой шаблон, чтобы файл действительно исчез. Теперь давайте подумаем, как это можно использовать. Некоторые современные операционные системы поддерживают так называемое полное шифрование диска. И это хорошо по нескольким причинам.
Во-первых, если вы включите функцию полного шифрования диска, которая является воплощением идеи, известной как шифрование на месте. Шифрование при передаче, конечно, относится к перемещению данных из точки А в точку Б. Шифрование на месте означает, что данные просто хранятся на вашем устройстве в кармане, на коленях или на рабочем столе и не используются. Поэтому, когда дело доходит до полного шифрования диска или шифрования на месте, вы хотите, чтобы все ваши данные были зашифрованы на вашем Mac, ПК или телефоне. И только когда вы введете пароль, или, может быть, отпечаток пальца или лицо, данные будут автоматически расшифрованы. И это может происходить довольно быстро благодаря современному оборудованию. Должны ли данные быть расшифрованы? Тогда вы сможете использовать устройство и взаимодействовать с ним. Так в чем же преимущество? Ну, если ваше устройство украдут, то пока вы не вошли в систему, пока оно заблокировано, пока крышка закрыта, пока оно не подключено к сети или еще в каком-нибудь случае, если кто-то заберет ваш ноутбук со стола в Starbucks или кафе, то если у вас хороший пароль или биометрические данные, они не смогут получить ваши данные. Они могут удалить все ваши данные и продать ваш компьютер. Они могут пользоваться вашим компьютером. Но если вы все делаете правильно, у них не будет доступа к вашим данным. Почему? Потому что они полностью зашифрованы, и они не знают ваш пароль. У них нет вашего отпечатка пальца. У них нет вашего лица. Они не смогут расшифровать эти данные. Другими словами, если это мои незашифрованные данные, то при использовании компьютера они должны выглядеть как случайные нули и единицы. Это случайные нули и единицы, которые я генерирую, например, с помощью пароля, отпечатка пальца или лица. Вот как должен выглядеть ваш жесткий диск или твердотельный накопитель, когда крышка закрыта, когда питание выключено, когда вы вышли из системы. Он должен выглядеть как случайные нули и единицы. И преимущество этого в том, что если его украдут в таком состоянии, у злоумышленника не будет никаких данных, потому что они выглядят как случайные нули и единицы. Еще лучше, если вы намеренно хотите избавиться от устройства, потому что хотите продать его, чтобы получить деньги, или подарить кому-то, или продать его онлайн. В этом случае, если у вас был сложный пароль, ваши данные уже надежно удалены. Это значит, что новый владелец не сможет получить доступ к вашим данным, если только не узнает ваш пароль, отпечаток пальца или лицо. Это важно, потому что даже если вы захотите изменить все нули и единицы на случайные данные, современное оборудование может выйти из строя. Поэтому даже маленькие USB-накопители или твердотельные диски со временем могут сломаться. Or all ones, or all random data, it turns out that today's hardware can fail over time. So even little USB sticks or solid-state drives over time can kind of wear out. Но они достаточно умны благодаря встроенному программному обеспечению, и как только устройство поймет, что какие-то его части не работают должным образом, оно не позволит вам изменить все нули и единицы на случайные данные. Оно просто оставит их как есть, поэтому очень важно использовать полное шифрование диска при первом использовании устройства. Тогда вы можете быть уверены, что даже если какая-то часть устройства выйдет из строя, все данные, которые там были зашифрованы вашим паролем или биометрическими данными. Вот что нужно искать в настройках вашего компьютера, ноутбука или телефона, чтобы убедиться, что эта функция включена. К счастью, если вы снова войдете в систему со своим паролем, все данные вернутся к первоначальному виду, и вы сможете ими пользоваться. Конечно, это означает, что если вы потеряете свой ноутбук, телефон, пароль от компьютера, или если ваш отпечаток пальца или лицо изменится, вы можете потерять доступ ко всем своим данным. Но опять же, это всего лишь еще один пример компромисса между удобством использования и безопасностью. Теперь о минусах полного шифрования диска. Это программы-вымогатели, с помощью которых злоумышленники зарабатывают деньги. В наши дни хакеры-злоумышленники, когда получают доступ к системе, будь то ваш ноутбук или, например, корпоративная сеть, или в некоторых случаях больничные системы или городские компьютерные сети, не пытаются нанести какой-либо ущерб или просто занимаются
спамом или добычей криптовалюты, а шифруют все данные в этих системах, к которым они получили доступ. Зачем? Ну, если они зашифруют все данные, они могут потребовать выкуп и сказать: если вы не дадите мне столько-то биткоинов, я отдам вам ключ, которым зашифровал ваши данные. Если поискать в интернете, то можно найти много примеров, когда хакеры проникали в системы, которые были недостаточно хорошо защищены. Все данные, к которым они получили доступ, были зашифрованы. И это дает злоумышленникам возможность вымогать деньги, например, финансовую выгоду, и отдать вам ключи только после того, как вы заплатите. И здесь тоже есть риск, как и в любом сценарии с выкупом, когда неизвестно, дадут ли вам правильный ключ в итоге. Но это становится все более серьезной проблемой для муниципалитетов, компаний, университетов и так далее. Так что, несмотря на некоторые преимущества, есть и обратная сторона. И это нужно учитывать. И, наконец, мы хотели бы закончить на ноте о будущем, потому что эта тема будет подниматься и уже поднималась со временем, тема квантовых вычислений. Итак, для тех, кто не очень хорошо разбирается в теме, сегодня мы много говорили о битах, нулях и единицах. И в конце концов, именно так работают современные компьютерные системы. Нули и единицы представляют числа, буквы, цвета, видео, звуки и все, что мы сегодня обсуждали в общем данные. Сейчас в нашем мире бит, двоичная цифра, может быть либо нулем, либо единицей, как показано на экране в этих примерах. Либо 0, либо единица. В мире квантовых вычислений, благодаря очень сложной физике и, в частности, квантовой механике, кажется, что можно физически реализовать идею битов немного по-другому, используя квантовые технологии. И есть идея не просто бита, а квантового бита или кубита, который может находиться в двух состояниях одновременно. То есть он может быть не в одном состоянии, а в двух одновременно. Если у вас есть два кубита, они могут находиться в 4 состояниях одновременно. Если у вас есть 3 кубита, они могут находиться в 8 состояниях одновременно. Если у вас есть 32 кубита, они могут находиться в 4 миллиардах состояний одновременно. Что это значит? Ну, когда мы говорим о криптографии, о хешировании, о больших числах и пытаемся выяснить, какой был ввод в функцию, если у вас есть экспоненциально больше вычислительных мощностей. То есть вы можете делать не одну или 2 вещи одновременно с отдельными битами, а 2, 4, 8 или 4 миллиарда вещей одновременно, то логично предположить, что если у злоумышленников есть доступ к квантовым вычислениям раньше, чем у нас с вами, то вся безопасность, на которую мы с вами сейчас полагаемся, может внезапно оказаться под угрозой. Потому что сейчас мы считаем, что злоумышленникам потребуется много времени, много денег, ресурсов и рисков, чтобы взломать наши аккаунты. Но если у них будет экспоненциально больше ресурсов, чем у нас с вами, то наши данные действительно окажутся под угрозой. И все математические методы, которым мы доверяем, нужно будет усилить. Надеюсь, у нас с вами будет доступ к квантовым вычислениям одновременно или в идеале раньше, чем у всех этих злоумышленников. Так что, надеюсь, наши алгоритмы защиты информации будут развиваться вместе с этими технологиями. Так что пока вам не о чем беспокоиться. На самом деле, я думаю, что после сегодняшнего дня у нас и так достаточно поводов для беспокойства. На этом все. Увидимся в следующий раз.